Всем привет, с вами Цырин Евгений. Сегодня мы будем писать мужской портрет. И перед началом этой работы я решил сделать небольшой карандашный рисунок. Иногда я так делаю, чтобы ускорить процесс. Спешу поделиться с вами последними новостями. У меня на Boosty появился новый уровень подписки. Он называется Super Pro. Он подходит для тех, кто занимается развитием и продвижением своих социальных сетей. У вас точно так же будет доступ ко всем видеоурокам, которые располагаются на Boosty. 2 раза в месяц вы сможете присылать мне свою работу на разбор. И плюс ко всему этому я сделаю рекламу вашей работы у себя в Instagram в формате Stories с отметкой вашего профиля. Уже больше 140 человек подписаны на мой Boosty аккаунт. Для подписчиков доступны 4 видео мастер-класса, которых нет на YouTube. И также подписчики могут присылать мне свои работы для разбора. Зачастую вы работаете самостоятельно, делаете какие-то собственные проекты, либо копируете мастер-классы с YouTube. И очень часто одни и те же ошибки переходят у вас из одной работы в другую. Вы их не видите, а иногда просто не знаете, что с ними делать. Именно для этого я и провожу разборы, где в формате видео-ответа, это 4-6 минут, я подробно рассказываю и показываю вам, что хорошо, что плохо, что получилось, а что нет, на что стоит обратить внимание и как развиваться дальше. Поэтому обязательно переходите по ссылке к этому видео, почитайте про все доступные подписки, и, может быть, вы что-то подберете для себя. И мы будем чаще встречаться и работать вместе. Итак, начнем с композиции. Мы отмечаем вверх-вниз, лево-право. И, соответственно, всю массу головы мы можем спокойно сместить в правую часть, чтобы перед лицевой частью и взглядом у нас было немного больше пространства. Это классика портретной композиции, и мы, собственно, будем придерживаться этого классического канона. Итак, всю высоту головы также мы можем разбить на 2 зоны, то есть это шапка волос и лицевая часть. Это тоже такая первая пропорция, которую мы сразу обозначаем. Также важно сделать центральную линию, она у нас идет под наклоном, потому что голова смещается у нас по вертикали. Лицевая часть у нас разбивается на 3 приблизительно равных пространства. Это лоб, нос и, соответственно, нижняя часть, подбородок и губы. И мы можем, собственно, постепенно вот так вот вводить эти дополнительные линии и потом при рисовании тех или иных частей тела свободно ссылаться на них. Также всю работу нужно вести в целом, то есть вы можете заметить, что я не зацикливаюсь на каком-то одном месте, не вырисовываю там нос, губы или еще что-то. То есть я веду работу целиком и полностью от общего какого-то абриса до каких-то определенных деталей. Но я просто как бы выстраиваю некие оси, размечаю зоны и смотрю за определенными пропорциями. То есть все мы должны между собой соотносить, потому что портрет — это очень много пропорций, которые мы должны обязательно между собой просматривать и выявлять некую закономерность. Также здесь мы должны понимать, что у нас все оси, на которых будут располагаться глаза, нос, рот и подбородок, они все будут уходить в перспективу. То есть тоже нужно понимать, где у нас будет точка схода, и базовые знания перспективы вы должны применять обязательно, когда рисуете портрет в ракурсе 3/4. То есть это такие базовые знания. И если у вас их нету, обязательно посмотрите, что такое перспектива и как ее рисовать. Относительно носа мы можем провести некоторые линии и обозначить высоту уха, оно где-то там будет находиться. Хоть и перекрывается прядь волос, но все равно мы его должны обозначить и уже дальше посмотрим, как его там аккуратно скрыть и посадить, чтобы оно у нас сидело на своем месте. Выразительная нижняя челюсть, также она у нас подчеркивается бородой, и мы все это обязаны подчеркивать и постепенно приводить к какой-то логике. Также все мы должны проверять относительно осевой линии, как что у нас сидит, сколько места занимает. Ну и, собственно, вся работа выстраивается таким образом, что мы постоянно исправляем рисунок, неважно, в карандаше мы ведем работу или уже потом в красках. То есть каждый штришок, каждый мазок у нас должен постепенно уточнять работу и доводить ее до какого-то совершенства. Также какие-то моменты мы можем сразу поштриховывать, чтобы обозначать некий вес, который будет иметь тот или иной объем, изгиб или, скажем, вот борода. Даже в карандашном рисунке мы можем делать некие акценты и за счет этого показывать те вещи, которые ближе к нам или важнее, а что-то, наоборот, мы должны делать легче. То есть тут все те же правила, которые мы используем и в живописи, они будут присутствовать. Еще раз проверим
центральную линию, то есть она уже здесь чуть изменится, она будет уже подчиняться тем деталям лица, которые у нас выступают. То есть изначально мы ее проводили довольно так по упрощенной форме, и сейчас можем еще раз ее выявить. Итак, заштрихуем зрачки, направленный взгляд и переходим к подмалевку. То есть нам пока достаточно этого рисунка, потому что все равно основной поиск у нас будет проходить красками, потому что линия очень плохо считывается. То есть я вообще не вижу линейный рисунок, он для меня не несет никакой информации, поэтому я стараюсь быстрее переходить непосредственно к тону и к цвету. Так вот, шапку волос мы сразу можем закатать темным пятном, может быть даже где-то делать какие-то намеки, то что у нас есть некий пробор. Волосы мы тоже должны воспринимать как некий объем, у которого есть свет, полутон и тень, но в целом нам важнее пятно, и поэтому мы можем вот сейчас вот довольно стилизованно просто взять и закатать все волосы, подчеркнуть бороду. Точно так же у нас в тень спокойно уходит шея, и футболку или кофту мы тоже спокойно можем утемнить, и даже если мы возьмем всю сиену в полную силу, у нас получится с запасом. Итак, много вопросов по цветам, которые я использую, и сейчас здесь появится подробный набор цветов и названия. Для кого-то это очень важная информация, но я считаю, что самого вида палитры вам должно хватать. Это говорит о том, что у вас есть уже какой-то опыт, и вы должны просто понимать некий алгоритм действий, как что происходит, как мешается гамма, и с помощью каких цветов я делаю какие-то основные замесы, как усложняю цвета. То есть это такая база, которая должна у вас присутствовать, опять же, если вы уже приступаете к портрету. Мы возьмем сейчас маленькую кисточку и подчеркнем какие-то небольшие детали. То есть я очень часто чередую работу с большой плоской кистью, большой флейц, которым мы можем сделать такие широкие мазки, и, соответственно, добавляем графики. Просто какие-то моменты, за которые хочется зацепиться. Я, опять же, делаю все это сиеной жженой, добавляю где-то умбру, иногда где-то могу и черный добавить. Но, в принципе, мы все это делаем теплым цветом. То есть у нас логика такая, то что полутона и тени у нас теплые, а свет мы будем выводить постепенно в холод. Но вообще это происходит автоматически, как только мы добавляем куда-то белила. Вот. В лицевой части мы тоже можем отметить какие-то наиболее темные места. Ну, самые явные это брови, это зрачки, также тень под носом. Можем где-то добавить, значит, усы мы можем залить полностью, верхнюю губу, тень под нижней губой, и, соответственно, где-то можем поставить акцент на бороду. То есть мы просто берем и вот так вот закрашиваем. Это, опять же, все довольно условно. То есть мы сейчас занимаемся созданием некой такой усредненной болванки, с которой потом будем работать. То есть у всего есть определенная стадия. Есть моменты, где мы действуем довольно быстро, спокойно и раскованно, а где-то на более поздних стадиях нам нужно уже как бы всматриваться в детали, и именно на этих стадиях мы будем заниматься неким портретным сходством. Сейчас мы просто делаем такую подготовительную зарисовку, можно сказать, но с использованием цвета и тона. Ну, в принципе, вот такого состояния нам достаточно, и мы начнем работать цветом. То есть самое время из этого состояния вытянуть цвета. То есть мы сейчас будем заниматься именно первыми цветами. То есть берем белило, берем охру, берем кадмий красный. Можем немножко усложнить его черным либо синим, но в целом это может быть довольно открытый цвет. Главное не брать его во всю силу и учитывать, что он у нас немножко подсядет. Вот, и то, что у нас должна быть возможность его еще сильнее высветлить. То есть никогда не берите цвета в 100% силу. Соответственно, на этом темном фоне, как только мы кладем мазки, у нас сразу появляется световая часть лица. И мы вот так вот
быстро раскладываем ее, то есть изучаем рельеф, у нас лицо должно сразу разбиваться на свет, полутон и тень, и мы начинаем вот именно со цветов. Быстро проходим эти места. Куда-то мы можем добавить более теплый замес, то есть добавить охру, добавить красный, добавить немного ультрамарин и постепенно уже заниматься более темными цветами. То есть в световой части тоже есть некая градация, то есть у нас не все одинаково. И на данном этапе мы как бы действуем довольно свободно, но уже вот можно утемнить цвет. Я действую большой плоской кистью, это 20-ка. Условно 20-ка это значит 2 см в ширину. Для формата где-то 30 на 40 это довольно крупная кисть. И сейчас у нас задача очень быстро раскрыть эту заготовку и раскидать ее на свет, полутон и тень и заложить вот эти вот базовые световые отношения. Также не забываем и про шею. Там все то же самое будет повторяться. Где-то мы подчеркиваем бороду. И главное, не боимся заезжать за этот контур. Не боимся где-то сбивать рисунок. Потому что все равно пока как бы ценности в нем не так много. Мы его найдем еще и 100 раз исправим. Также обязательно на этой стадии я закладываю какие-то красноватые оттенки, потому что у нас будут такие прям явные вещи. Это губы, это слизнячки глаз, это где-то у нас внизу на носу будет нижняя часть носа красная. И если мы только сделаем красными эти вещи, у нас лицевая часть будет немного так вот в неком диссонансе. И поэтому во все такие основные замесы мы можем на данной стадии прям подмешать теплого красного и провести его, скажем, вот где-то в районе щек, где-то и вот в районе лба, там где у нас падает тень от волос, вот, также в переносицу. В общем, пока действуем смело и понимаем, что у нас все еще несколько раз перекроется, то есть это нужно учитывать. Но даже на такой стадии, вот есть такое выражение, что на любой стадии работа уже должна смотреться. И вот мы исходим именно от объема. То есть мы используем наш подмалевок как полутон и тень, сейчас пробили свет, и это уже смотрится довольно выразительно. Также сейчас можем намешать чуть потемнее колер. Вот я вижу то, что теневая часть носа немного не добирает. Также сразу мы можем заложить некий объем в глаза, то есть глаза мы сразу рассматриваем как некий шарообразный элемент. И таким образом создаем такой базовый объем. Итак, более красный колер на базе кадмия красного мы можем сразу положить на нижнюю губу, подчеркнем нижнюю часть носа и вот так вот где-то небольшими мазками через всю работу мы обязаны пронести этот красный. Где-то мы можем сделать его потеплее, но вот в частности ухо, оно у нас в тени, и мы можем опять же туда добавить вот этой красноты. Мы берем кадмий красный, берем сиену и попробуем сейчас, вот что-то такое, да. Пусть он сейчас немного ярковато смотрится, но потом на более поздней стадии, я думаю, мы его усложним. И опять же этот красный, он довольно яркий, я его пытаюсь пронести через всю работу. И следующее, что мы можем сделать, мы можем заняться светлым фоном. То есть, если мы посмотрим, прищуримся, у нас такая не совсем стандартная схема. То есть, у нас в целом темная голова на светлом фоне. То есть, и с лицевой части, и с затылочной у нас фон будет светлее. Опять же, я не беру его чисто белым. Я туда обязательно добавляю и черного, и охры. Опять же, любой цвет у нас должен как-то переплетаться с нашей цветовой гаммой. То есть, так как у нас сиенистый подмалевок, мы обязаны даже в холодные цвета добавлять чего-то теплого, чтобы пока на этой вот первой стадии у нас была такая родственная гамма, чтобы цвета между собой как-то жили и перекликались. И, соответственно, мы можем вот сюда к лицевой части положить этот
светлый цвет фона, чтобы понимать, насколько мы можем высветлить как раз лицевую часть, сколько у нас есть вот этого зазора, до какой степени мы можем делать цвета на лицевой части. И, соответственно, в затылочной части мы тоже можем положить этот фон, но там я бы уже не делал вот таким светлым. Этот затылок начнет у нас выворачиваться, поэтому мы туда мешаем чуть более темный цвет. В этом нет ничего страшного, это немного уходит от натуры, но нам просто выгодно так сделать, и поэтому мы, опять же, смело можем это себе позволить. Уже более внимательно относимся к контурам, смотрим за наклоном шеи, где у нас заканчиваются волосы, то есть вот сейчас я начинаю уже немного подрезать, смотрю, что с чем у нас как соотносится, то есть относительно носа, если посмотреть, вот этот локон волос, который в затылочной части, я его немного подрезаю. Также я не занимаюсь такой прям машинальной обводкой, то есть где-то я делаю усилия, прижимаюсь к контуру, подчеркиваю, а где-то наоборот допускаю разрыв, чтобы у нас просвечивал подмалевок, чтобы как-то это все жило между собой и работало. Довольно активный цвет нашей кофты. Мы его мешаем через белый, черный ультрамарин, добавляем туда охру и желтого немного. Довольно активный цвет. И мы прокладываем его именно вот в световой части, и с сиеной он очень хорошо работает и смотрится. Также обязательно мы его должны провести, опять же, через весь портрет. То есть, если у нас появился какой-то активный цвет, нам нужно его узаконить. И, соответственно, мы его добавляем в волосы, в бороду. То есть, он не будет у нас так в финальной стадии. И по мере работы мы его как бы туда посадим, перекроем, но все равно те вот эти вот искорки этого холодного цвета, они будут читаться и перекликаться с кофтой. Это важный момент, поэтому таким образом можно узаконить даже самый яркий какой-то активный цвет. Также чуть-чуть подмешаем туда какого-то коричневого и добавим, значит, теневую часть на усах, бороду обозначим. В общем, проходим по темным моментам. Также я бы еще сейчас поработал с волосами и намешал бы уже такой более теплый, более охристый цвет и обозначил бы цвет на волосах, который бы более естественный был. То есть там есть некая такая игра вот этих теплых оттенков и холодных. То есть это такая основа живописи. То есть у нас есть какое-то теплое поле, мы обязаны туда добавить что-то холодного. И когда много холодного, мы добавляем что-то теплого. То есть мы постоянно вот играем с этими контрастами, как в цвете, так и, не знаю, в фактуре, в масштабах, не знаю. Это все такие визуальные эффекты, которые нужно понимать и использовать по мере необходимости. Волосы мы тоже должны рассматривать как некий объем. То есть очень хорошо за этим можно посмотреть в скульптуре. То есть вот скульптора на ранних стадиях, когда они начинают работать с волосами, они их рассматривают как геометрические элементы, у которых есть высота, ширина, ну и какие-то там плоскости. То есть все довольно так стилизовано. И мы, собственно, точно так же должны действовать. То есть мы не должны пока обращать внимание на какие-то там прядки волос, что-то куда-то там ушло. Здесь волосик, там волосик. То есть мы должны считывать вот эту вот цельную форму. То есть такая монументальная должна быть основа. Именно от этого мы должны исходить. Поэтому обязательно прищуриваемся и смотрим большие массы. Поэтому вот мы можем еще раз утемнить всю теневую часть волос. Она у нас явно не добирает, поэтому мы берем практически открытый сиену, умбраженную, может быть даже немного туда черного добавить. И, соответственно, проходим всю теневую часть головы, обозначаем вот эту вот высоту пробора. Ну и где-то мы можем так вот более аккуратно положить несколько мазков, которые у нас уже будут задавать какое-то направление вот этих вот прядей. То есть вроде прическа не такая сложная, но она взъерошенная, и отсюда проявляется небольшой хаос. Также что-то мы можем вот так вот слицевать. Просто берем и размазываем, убираем этот лишний контраст, и, соответственно, у нас теневая часть головы становится более цельная. Ну и сейчас на этой стадии мы можем заняться тенью на лице. То есть важно понимать то, что тень на лице будет у нас существенно светлее, чем волосы. Теневые части мы сравниваем между собой, и свет мы сравниваем между собой. То есть это важно, потому что у нас всегда есть соблазн сделать, скажем, тень на светлом предмете такую же, как на черном. И наоборот, черный предмет мы всегда хотим высветлить максимально.
Поэтому обязательно проверяйте себя, переводите работу в ЧБ. Сейчас это не так сложно сделать. Сфоткал. Сейчас есть куча приложений, фильтров, посмотрел. Если в ЧБ варианте у вас все читается, темные остаются темными, белые белыми, то это хорошо. Если все у вас превращается в серую кашу, значит у вас как раз большие проблемы с тональностью. Также шею мы прокладываем там теневую часть, немножко все это расфлицовываем. В тени не должно быть четких линий, больших контрастов, там все должно сидеть. Ну и плюс мы немножко учитываем то, что цвет подсаживается, немножко утемняется. Это дело привычки, вы должны как бы хорошо понимать, как ведет себя материал. Но это опять же приходит с опытом, если вы много пишете, если используете один и тот же материал, то вы уже хорошо понимаете, что от него ждать, как он себя поведет, сколько можно краски наслаивать и как она себя будет вести со временем. Сейчас я беру уже более маленькую кисть и можно заняться какими-то деталями, то есть посмотреть за нюансами. Например, то, что у нас нос попадает на светлый фон с левой стороны, то есть там на щеке будет светлее, ну и где-то я прохожу такие небольшие детальки. Также верхнюю губу мы можем утемнить, там у нас будет тень, мы можем проложить вот этот разрез рта, он немножко приоткрыт, и там такая довольно четкая темная графика присутствует, и маленькой кистью мы можем проложить там линию. Ну и где-то добавить такой графики, опять же, в бороду, подчеркнуть эти моменты. В общем, здесь уже работа у нас начинает приостанавливаться. Ну, вернее, ритм замедляется, то есть мы очень быстро действуем на первых этапах, с широкой кистью раскидываем это все, и потом уже, когда мы переходим к более мелким кистям, уже мы начинаем чаще всматриваться, и, соответственно, работа существенно замедляется. Нужно учитывать то, что когда я пишу, передо мной стоит камера, она закрывает большую часть работы, потому что я стараюсь все-таки показывать так, чтобы вам, зрителям, было максимально удобно. Поэтому я располагаю камеру фронтально, чтобы не было никаких искажений, и, соответственно, какую-то часть изображения я просто не вижу. Отсюда возникает ряд проблем, пока не понимаю, как с этим работать, но просто на более поздних стадиях мне придется камеру отодвинуть и уже заняться более детальной работой. Можем смягчить какие-то моменты, то есть вот бороду мы обозначили, сначала положили там практически впритык свет и тень на бороде, и между ними нам нужно ввести какой-то промежуточный цвет. Также съесть часть темного колера на щеке, где-то на носу проложить теневую часть, которую мы немножко съели, когда очень быстро раскрывали. В общем, время обозначить какие-то детали. Ну и вот так вот немножко мы можем и в глаза поставить высветления, которые будут показывать нам белки и направление взгляда. Можно немного заняться волосами, еще их высветлить. И, собственно, этот теплый цвет мы можем поставить что-то более холодноватого, но уже не такого активного, как мы использовали на кофте. То есть здесь уже нужно действовать поспокойнее, нам не нужно там таких сильных контрастов, и волосы все-таки должны, но пока на данном моменте смотреться как некое дополнение и быть не такими активными и все-таки довольно спокойными. Так вот, здесь мы можем обозначить некий пробор, но главное, чтобы он не был таким контрастным. На шею мы можем добавить свет, но все равно он уже не будет такой светлый, как в лицевой части. И там должно как бы все сидеть и быть спокойно. Но этот момент стоит подчеркнуть, потому что шея тоже имеет определенное строение. И вы, когда если рисуете портрет, тем более такой с открытой шеей, вы тоже должны показывать и делать ее убедительно. То есть не просто это какая-то болванка цилиндрообразная, а там тоже есть свой рельеф, мышцы. Это все нужно понимать, изучать, и даже если у вас на референсе плохо видно, вы должны найти что-то в лучшем качестве и просто разобраться, как же у нас идет шея. Мы можем поработать с губами, хочется туда добавить более активный красный,
потому что изначально мы верхнюю губу обозначили практически одним цветом. Сейчас мы можем там тоже найти некий рельеф, потому что губы довольно сложные у нас, сложная такая часть. Также более сильный наклон мы можем обозначить на верхнем веке, и та зона, которая идет у нас над глазом, может быть, будет более темнее. Также я бы чуть-чуть срезал брови, то есть существенно они ниже. Если мы начнем всматриваться уже в какие-то детали, уже в какое-то такое сходство, то брови не на месте, их нужно подрезать и довольно сильно опускать и увеличивать массу лба. Поэтому мы вот так вот можем двигать. То есть на этой стадии мы уже хорошо видим, что у нас не так, что мы можем сдвинуть, и, соответственно, тенью и светом мы начинаем сдвигать вот эти вот массы и искать какие-то такие характерные вещи непосредственно для этого человека. Также важно касание, то есть брови. У кого-то они четкие, у кого-то они, скажем, наоборот, мягко сидят, и где-то мы должны смотреть за этими касаниями. Также уже на поздней стадии мне приходится отодвинуть штатив, отодвинуть камеру, чтобы непосредственно подойти к портрету и поделать вот эти нюансы, то есть тонкие вещи, которые, не получается сделать на вытянутую руку и состоящей впереди себя камерой. То есть камера существенное пространство закрывает, и я просто не вижу то, что получается в целом. То есть это такой сложный момент, и как бы ты хочешь показать досконально весь процесс, но, собственно, пока не получается это сделать, и тебе нужно просто подойти и так вот детально порисовать и выровнять какие-то моменты. Вот. Ну и, конечно, портрет — это очень сложный жанр, то есть здесь много чего решают детали, нюансы, то есть и что-то мы должны прям очень досконально и аккуратно прорисовать. Конечно, я всегда хочу оставить максимально такой свободный стиль, но где-то мы можем дать такую графику, где-то мы можем показать детали, опять же, стараясь не нарушать и не убивать тех свободных стилевых приемов, которые были заложены в начале вот этой вот широкой кистью, так вот размашисто и смело. Поэтому вот в более поздней стадии мы можем где-то очень точно что-то добавить. Вот мы опустили брови, уточнили глаза, где-то я добавил носа, то есть нос у нашего образца значительно шире, поэтому я его добавил и сместил в левую часть. И сейчас смотрю уже какие-то детали. Ну и, собственно, вот такая работа получилась. Не все удалось показать, но, думаю, все равно этот материал для кого-то будет очень полезным. Так что всем большое спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Пока.